Что ж, всем привет! Сегодня я расскажу о том, сколько стоит косметика в Чехии, которой пользуюсь я. Это как уходовые, всякие там мамашки, кремашки, так и то, чем я пользуюсь в повседневной жизни для нанесения макияжа. В общем, потихонечку начинаем, поехали, будет интересно. У меня сегодня две камеры, одна будет здесь, одна там, поэтому иногда мы будем переключаться. Давайте я вам покажу то, чем я обычно умываю свое лицо, к вопросу о моей коже. У меня очень чувствительная кожа, и она очень вредная, потому что она тоненькая. У нее вот здесь, не знаю, это, наверное, не будет видно, у меня вот здесь вот венки видны, и она достаточно тяжело воспринимает новые средства. Поэтому я очень аккуратно ввожу какие-то новые вещи в свою уходовую часть, потому что, не дай бог, меня опять все обсыпет, я этого не хочу. Опять повторюсь, питание никак не влияет, просто это очень чувствительная кожа. В общем, я пользуюсь вот таким вот средством для умывания. Давайте вот здесь я вот тоже покажу. Значит, это La Roche-Posay для какой-то суперчувствительной кожи. И как можно видеть, здесь я его практически весь израсходовала. На самом деле очень крутая штука. Меня он, по крайней мере, не сушит. У меня не возникает после него высыпаний, поэтому я с ним. До этого средства у меня... Здесь уже на самом деле закончилось, но я не выкидываю, чтобы не забыть. Давайте сюда. Вот так оно выглядит. Это Holy Land. Я когда ходила к своему косметологу, она сказала, что очень хорошо средство подойдет, особенно если у вас кожа чувствительная. Собственно, она называется Renew формула. Здесь 3 в одном. Здесь мыло, клинзер и тонер. Как бы тонером я обычно не пользуюсь, но после похода к косметологу она сказала, что как бы этим нужно пользоваться. Ну, окей. И вот это средство, оно очень... как бы увлажняет кожу лица, но вы должны понимать, что если это хотя бы еще смоет вашу косметику, я не отношусь к типу людей, которые сначала смоют косметику, потом какую-то умывашку, потом... Нет, я люблю одно средство, которое бы, знаете, просто все с тебя смыло. Вот, так нельзя, знаю, но я не приверженник того, чтобы иметь 1000 баночек. В общем, это средство у нас... Макияж в целом устраняет, с тушью плохо справляется, поэтому я 2 раза иногда умываюсь. Это средство вообще не смывает косметику. Я бы сказала, что если использовать его, то я сначала использовала вот это, как оно, гидрофильное масло, да, от Clinique You. Сюда покажу. Вот, от Clinique You наносила на лицо сразу, так вот всю косметику убирала, но после гидрофильного масла всегда обязательно нужно очищающее средство, пенка, еще что-то. Нельзя просто так гидрофильным маслом умыться и все будет в порядке. Нет, так это не работает. Поэтому сначала я использовала гидрофильное масло, потом я использовала вот эту умывашку, и ее, несмотря на то, что здесь есть тонер, я все равно дополнительно вот такой вот лосьон, вот так вот покажу сюда. Давайте туда тоже. Вот такой лосьон использовала после как бы умывания. Он как бы тонизирует кожу лица. Он окей, он для деликатной кожи, то есть для чувствительной кожи. Но вот эти линейки Holy Land'овские, они достаточно дорогие, поэтому не знаю, насколько кому из вас будет комфортно пользоваться данными средствами. Также иногда я еще, если мое средство до конца не смыло макияж с лица, именно с глазной части, я пользуюсь вот такой мицеллярной водой. Давайте сюда покажу. Уриаги я их называю. Уриаги, термальная вода с априкотом экстракт. Тоже для sensitive skin. Но иногда у меня от него бывают высыпания, поэтому я это средство использую исключительно, чтобы доубрать под глазами тушь. Вот. Вот такие штуки есть. Дальше, кстати говоря, я не часто пользуюсь масками, но если я ими пользуюсь, то я ими пользуюсь. В общем, есть вот такая вот маска от Авеню, да, вот сюда тоже покажу. Она на основе, как я понимаю, белой глины. Я, честно, не сильна во всех этих терминах, но у Holy Land есть линейка красненькая. Я приложу где-нибудь здесь, вот здесь, наверное, приложу фотографии.
У них есть маска, белая маска, она, по-моему, с молочной кислотой, которая очень хорошо помогает убрать как бы усталость, убрать какие-то высыпания, пигментацию, немножко улучшить, собственно, тонус лица. И действительно, я после той маски видела результат. Это плюс-минус такая же, но у меня иногда от нее бывают сильные покраснения, но, несмотря на то, что от нее сильные покраснения, она действительно как будто бы вот именно кровь пригнала сюда, да, и вызвала какие-то там штучки, процессы, да. Я не сильно, опять-таки, во всех этих делах, но вот эта вот маска, опять-таки, она чем-то похожа на холлилендовскую, только, по-моему, она стоит дешевле. Я все средства оставлю в описании. Для моей чувствительной кожи это действительно очень хорошие, полезные штуки. Также я использую пилинг. Честно, я не находила в других линейках такого пилинга. Это Rituals. Я не знаю, есть ли они в других странах, кроме Европы. Знаете, я поближе вот так покажу. Вот. И туда тоже. У них очень классная текстура. Суть в том, что у этого средства очень как будто такие песчиночки, прям маленькие-маленькие-маленькие. Соответственно, если у вас чувствительная кожа, она не травмирует вашу кожу. Далее у меня есть термальная вода, вот такая. Я покупаю сразу огромный баллон. Это тоже покажу. Такая термальная вода. Ее использую, когда моему лицу не хватает влажности. В этой квартире, в которой я сейчас живу, в целом все окей, но в предыдущей квартире, когда начинался зимний сезон, и мы включали огромные батареи, то, конечно, вот эта штука очень сильно спасала. Так что пользуйтесь, наслаждайтесь. Далее я одно время хотела попробовать витамин С на свое лицо, потому что говорят, что он достаточно хорошо убирает преждевременное старение, да, вот эти все дела. Поэтому у меня витамин С от La Roche. Моя кожа воспринимает La Roche, она не воспринимает никакие другие средства, поэтому я беру La Roche, и я знаю, что у меня будет все ок с этим делом. Витамин С. В целом ок, но это средство, оно оставляет немножко такой как бы слой. Я не знаю, оставляют ли другие витамины С, какую-нибудь пленочку такую на лице, но я чувствую, что у меня что-то осталось на лице. Поэтому я использую на ночь, а утром я смываю. Вот, но обязательно после витамина С всегда используйте крем, который будет содержать SPF. У меня есть отдельный SPF 50, он где-то лежит у меня, и есть вот такой крем, он SPF 20, возможно, в зимний период как раз-таки это окей. И сам этот крем очень легкий по своей текстуре, он, даже давайте сейчас вам покажу тут, кремушки могу показывать. Он сам по себе максимально легкий. Во-первых, он даже сейчас потечет, наверное, немножечко. Видите? Вот. И как бы он не жирный вообще. Все, да. Он очень, очень нежный. Меня это устраивает, потому что я не люблю, несмотря на то, что у меня еще и сухая кожа, все, вот. Несмотря на то, что у меня еще сухая кожа, он ее все равно увлажняет. Вот, классный крем, берите, пользуйтесь. У них, по-моему, есть еще с 50-кой, если не ошибаюсь, но это крайне сложно найти. Это, кстати, я покупала в Испании, да. Я поехала со своим кремом, он у меня закончился, и я в Испании допокупала новый тюбичек себе. Кремушек, еще кремушек. Я использую, опять-таки, La Roche, Kikaplast, B5. Я считаю, что это очень хороший крем. Это моя третья банка. Можно, да, видеть, что он уже пустой. Это моя третья банка. И он меня увлажняет. Он не дает мне никаких высыпаний. И он меня устраивает, как бы. Все окей. Иногда бывает, но у меня месячные через несколько дней. Поэтому не смотрим на мои прыщи. Вот. Плюс, кстати, да, касательно прыщей, вот такая штука. Очень подходит именно моему лицу от прыщей. Она выглядит следующим образом. Там вот такая вот глиняная масса. Давайте я вот так вот нанесу. Она очень сильно подсушивает прыщи. То есть, видите, она не какая-то, она именно немножечко липконькая такая.
Вот, она даже особо сильно не размазывается, потому что вот если у вас есть прыщик, вы берете, наносите на прыщик, и она его подсушивает, что очень классно в разрезе того, если вы вдруг собрались на утро куда-то идти, да, и у вас что-то выскочило. Кстати, вот вчера вечером у меня была вообще жесть, сейчас он уже подсушенный, просто как бы, ну, ему осталось там досушиться, скажем так. Вот, и я не знаю, насколько это будет вам интересно, да, но все же вот такое средство я использую для своего носа. У меня хронический ринит, мне сейчас поставили хронический отит, и в целом вся вот эта вот часть у меня вечно страдает, поэтому я использую либо капли от аллергии, которые нужно, кстати, пойти купить, либо вот такие красные, конечно, это чересчур too much, но показываю больше, наверное, для того, чтобы показать вам цену на данный продукт, потому что в целом в России как бы назальные капли часто используют. Есть еще у меня вот такое средство от Rituals, оно уже все, видите, до свидания, вот оно. Это штука, которая для волос и для тела. Пахнет очень вкусно. Из всей линейки мне нравится именно красный. Но так как я не люблю, когда от меня слишком много пахнет, сейчас поймете почему, я его использую просто, чтобы в моей квартире вкусно пахло. Вот. Но для волос, для тела тоже очень-очень классно. Духи. Давайте я вам покажу свою двойку духов, которые я чаще всего использую. Значит, это реплика Coffee Break. Я их люблю. Здесь уже половина. Я израсходовала здесь 100 мл, да, по-моему? Да, по-моему, здесь 100 мл. Я израсходовала до этого такую же банку. И, честно, это второй год с этими духами. И, вторых, у меня духов нет. Но я нашла одни классные. Я, если честно, пока не решаюсь их купить, потому что они стоят достаточно дорого. Я не уверена, что я точно их хочу. Я брала пробник. Кстати, да, насчет Сефоры. Если вы проходите мимо любой Сефоры и зашли в нее, понюхали какой-то аромат, и вам он понравился, то вы можете попросить совершенно бесплатно, чтобы вам дали 1 мл духов. Собственно, это будет выглядеть вот так. Вам дадут вот такой пробничек. Здесь напишут, собственно, какие-то духи. Это Loewe, я не знаю, как он правильно читается, пусть будет Love, Earth. Он очень вкусно пахнет, очень-очень. И я думаю себе их взять, но пока вот они у меня в пробничке вот таком вот маленьком, соответственно, я иногда наношу, чтобы сильно не расходовать. Плюс, кстати говоря, если действительно прийти, ну, в качестве пробника, очень удобная функция в Сефоре, в Дуглесе такая же вещь есть. Просто вам дают вот такой вот пробничек, его при вас отпшикивают из нормального флакона. То есть вот давайте представим ситуацию, что у нас стоит вот такой вот тестер на витрине, подносит вот такую вот баночку, ставит ее, так пшик-пшик-пшик, и при вас отпшикивают. То есть это не готовые тестеры, которые как-то заранее там что-то с ними сделали. Нет, это те тестеры, которые... Ну, это привычка, да? Те тестеры, которые при вас изготавливают, скажем так. Это что такое? Ничего там нет. Вот. Поэтому пользуйтесь лайфхаком. Я об этом рассказывала в своем инстаграме. И подписывайтесь. Подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь на мой тикток, на YouTube, на все подписывайтесь. У меня, честно, обо всем. Я рассказываю как и о продуктах, как и о ценах, как и просто гуляем, как какие-то полезные штуки. Поэтому здесь не только про Чехию, здесь больше, наверное, про меня, про мою жизнь, про мои какие-то привычки. Так что вот так. И с духами мы разобрались, с тем, как я ухаживаю за своим лицом, мы тоже разобрались. Ногти я ушла от шелака, гель-лака, потому что в один момент я себе сожгла ногти, они у меня были желтые такие прям, именно сгоревшие, очень тонкие. Сейчас они у меня достаточно, твердые ноготочки, да. Вот, и я использую обычный лак, вот такой, Dry Fast, это может быть любой другой лак, просто для поддержания своих ногтей хотя бы в хорошем состоянии. Окей, я тот человек, который не использует тонну косметики на своем лице. Нужно сидеть с прямой спинкой, да, я, к сожалению, сгорбленная из-за своей работы. Не использую, но у меня есть несколько средств для лица, именно для выравнивания тона, для всего вот этого. Значит, первое средство, в которое я просто влюбилась, мне как-то раз дали пробник. И видите, мне сообщения даже пишут. Вот.
как-то раз мне дали пробник, и я в него влюбилась, правда влюбилась. Значит, это называется пларицета. Пларицета, да? Вот так оно выглядит. Сейчас переверну. Вот. Очень классная вещь, потому что она классно перекрывает мои синяки. Ничего другого не перекрывает, эта штука перекрывает. Плюс есть еще вот такое средство. Сори, что они такие все, просто я их правда использую, видите, оно уже немножко заканчивается. Вот такое средство. Как там это показывать? Я напишу рядышком, как называется. Solar Defense Tint. Здесь, кстати, есть SPF. Тут SPF 50. Кстати, да, 50 SPF, здесь 30 SPF. У меня все средства с SPF. Здесь тоже 30 и здесь 15. Значит, вот это средство. Оно супер классное. Почему? Потому что вы когда... Давайте я так вот. Вы когда его выдавливаете, вот смотрите, вы его выдавливаете, это белое средство, белое. И вы начинаете его, как поменьше-то взять, ну ладно, пофигу. И вы начинаете его размазывать. Я очень много взяла. Так, вы начинаете, значит, размазывать его. И оно постепенно превращается в цвет вашей кожи. Да, вот так. Как бридж показать, не знаю, покажу, может, отдельно еще. Сложно показать. Видно? Вот тут вот намазано. Здесь не намазано. Это очень достаточно, я бы сказала, дорогое средство. О, кстати, вот здесь вот капелька оставалась. Вот она красная, я ее размазала. Видимо, в этом средстве содержатся разного цвета пигменты, которые, может, как-то реагируют на вашу кожу. Не знаю. Очень классно подходит для всего лица. Плюс в нем есть цинк, если я не ошибаюсь, у нас с содержанием цинка. Да, цинк здесь есть, цинк-оксид, гиалуроник-оксид, грин-ти, титаниум-диоксид, алоэ. Подходит в целом для всех типов лица, потому что, когда вы цинк наносите на прыщички, они тоже подсушиваются. И, соответственно, он не только выравнивает тон вашей кожи, но еще и борется с какими-то там высыпаниями. Поэтому вот эти два средства я использую как бы на все лицо, либо только на определенные зоны. Clinique You Even Better. Вот такое средство с SPF 50. Я его использую летом, потому что оно гораздо темнее моего тона. Давайте сюда поставлю. Сразу, думаю, будет видно, что оно темнее. То есть не мой цвет, но при всем при этом, когда это... Вот так будет видно. Когда это лето, оно хорошо ложится и незаметно, что оно темнее. Его, кстати, если вы хотите, можно использовать как бронзатор, да, если уже наступила зима и ваш загар куда-то делся. И я использую от Rare Beauty, я не знаю, как он называется, Positive Light, тоже тинт. Я его использую только под глаза и на какие-то покраснения, но мне не нравится что? Мне не нравится то, что он весь течет, да, это смотрится вообще не очень. И у меня иногда косметичка из-за этого пачкается. Здесь у нас все чистенько, да, ну чуть-чуть там, может, какие-то есть. Но он хотя бы не выходит за края, как здесь. Эти, понятное дело, они никак никуда не деваются. Поэтому давайте потихоньку наносить то, как я наношу на свое лицо эту всю косметику. И посмотрим, что из этого выйдет. Значит, фиксируем здесь, как мы выглядим. Я специально ничем не красилась, ничего не делала. И давайте, наверное, сегодня все-таки возьмем вот этот кремушек. И все. Я не люблю использовать много средств на своем лице, потому что зачем лишний раз перегружать себя чем-то, если это вообще не нужно. У меня вот эта подруга, которая мне сейчас писала много сообщений, как-то раз, рассказываю интересную историю, я как-то раз записывала ролик, у меня был и есть YouTube, на котором я, кстати, да, я смешиваю два средства, я беру вот это средство, и я беру вот это средство. Я их рядом смешиваю, потому что они по цвету
чуть-чуть разные, но вместе они дают правильный оттенок. Вот, я как-то раз записывала, значит, игру. У меня есть YouTube-канал, где я записывала игры. Я записывала игру, сижу там как бы, никого не трогаю, выключила везде все звуки, все интернеты, чтобы мне никто просто не мешал. Там был босс, и мне нужно было прям его убить. Вот, и, соответственно, я сидела, записывала спокойно эту игру, никому не мешала. И она настолько начала переживать из-за того, что я не отвечала и не брала трубку, что она пришла с моим знакомым прямо ко мне в квартиру и начала барабанить в дверь. Я была в наушниках. Как бы это было очень сложно услышать, но каким-то, видимо, там силами свыше я все это дело услышала. Вот она такая: блин, ты что, Диана, как ты так могла? Я же там переживаю туда-сюда. Вдруг с тобой что случилось? Думаю, блин, вот не скроешься от вас, не выключишь ничего ни на минутку. Кстати, рекомендую наносить средства по таким вот как бы восходящим полоскам. Я редко это делаю. На самом деле очень сложно сейчас красить, потому что у меня свет... Давайте немножечко разверну, может, вот так. Потому что у меня свет боковой, и, соответственно, я не вижу, что я делаю. Вот. Как бы есть действительно люди, которые переживают. Это очень приятно, правда, очень приятно, что в вашем окружении, да, в частности, в моем, есть те люди, которые действительно ценят и действительно волнуются, если вы не берете трубки. Вот, поэтому это очень приятно. И как бы вот вы видите, что я более точечно наношу все вот эти вот средства, потому что я не хочу, чтобы у меня было много чего-то на моем лице. Возможно, если бы я делала более плотно это, мое лицо было бы ровнее, но давайте уже начинать принимать себя такими, какими мы есть, да. Я как бы, да, понимаю, что я тут тоже немножко лукавлю, потому что я сама что-то подкрашиваю, что-то закрашиваю, но окей, это больше, знаете, как бы... Это же не полное скрытие, все равно я остаюсь точно такой же, возможно, чуть-чуть better, чуть-чуть. Вот, но перебарщивать с этим делом не нужно. Все равно нас все видят и без косметики, и еще что-то. Кстати, я в Инстаграме достаточно часто появляюсь без косметики, потому что я не вижу в этом вообще ничего такого. Это вот я так выгляжу, ну, либо принимай, либо не принимай. Опять-таки, если мы берем какое-то произвести впечатление там на парня, на мужчину, да, то какой толк? Ну, вы рано или поздно все равно перед ним появитесь без макияжа, он все равно вас увидит без макияжа. Поэтому лучше делать уходовые процедуры для улучшения своего лица, да, вот, нежели это все маскировать, особенно если у вас проблемная кожа. Господи, девочки, пожалуйста, лучше сразу обращайтесь к косметологу, желательно к нескольким, чтобы, ну, сравнить то, что они вам говорят, и начинайте следить за своим лицом. Я бы сказала, что очищение в моем случае, у меня было просто капец, у меня все было в прыщах, и в моем случае очищение, именно умывание, помогли больше, чем какие-то другие процедуры. Я вот хотела сходить на мезотерапию. Мне мезотерапию не делают глубоко, то есть у меня нет потом пупырышков, мне ее как бы делают поверхностно, что ли, в первый слой. Не знаю, как это правильно называется, но суть в том, что у меня потом нет никаких пупырышков ни на лице, нигде. У меня вот на шее вот здесь вот есть полоска, потому что я часто смотрю вниз из-за своего телефона. Ну, в целом, как бы мы все такие, да. Вот, нужно, наверное, какие-то там ботоксы, не ботоксы. У меня очень подвижный лоб. Здесь, кстати, не сильно видно, но у меня вот здесь вот есть полоски. Я хотела пойти сделать себе ботокс. Вот, но я считаю, что этого делать не нужно. Лучше улучшать свое питание, возможно, делать какие-то массажи, маски, увлажнять лицо, да, чтобы это не сухаривалось, если так можно выразиться. И все будет окей. Я еще часто страдаю всякими болячками на губах по осени. Мой организм реагирует так, что он считает: Диана, давай-ка мы будем просто делать болячки на лице, и болеть мы не будем. Я как бы ему благодарна за это дело, что мы не болеем. Вот. Но, тем не менее, часто сталкиваюсь с какими-то простудами на
губах. Для этого тоже есть разные средства. Я недавно для себя открыла средство для губ. Я сейчас покажу, сейчас я вернусь. Я здесь. Значит, вот такое средство. Оно до 12 часов. Там обычные, я уже честно использовала все. Вот так покажу. Вот. Там обычные такие типа на липучки, как, знаете, есть на прыщики клеют. Вот здесь то же самое, только клеить нужно на именно герпес, который есть. Я обычно на ночь это делаю, либо когда куда-нибудь иду, чтобы не идти с белой мазью. Вот эта мазь тоже классная. Герпесин от Тева. Она достаточно хорошо подсушивает. Это больше размягчает, вытаскивает все каки-бяки, а это подсушивает. Поэтому в комплексе у меня вот здесь вот простуда, можно видеть, но 2 дня назад она была прям такой большой, болела, и сейчас уже все в порядке. Собственно, я все сделала. Можно, если честно, может быть, по синячкам еще пройтись более темным средством. Прям щучечку-пушечку, так вот чпуки. Пусть синяки, это же все-таки мое, да, я их как-то заработала, поэтому пусть они остаются со мной. Рекомендуют здесь как-то там прихлопывать, притопывать, вот так вот. Но, вы знаете, я так не умею делать. Честно, у меня в моем окружении никогда не было людей, которые прям вот как-то увлекались бы макияжем, либо знали вот эти вот все способы. Все, как правило, красятся обычно, и это окей. Там, знаете, я иногда смотрю в интернете, думаю, вот так там вот так вот красят, там все классно, прекрасно, а я вот так не умею. Господи, кому это все надо? Хорошо. После того, как я сделала себе плюс-минус тон, я обычно перехожу к румянам. Румяна у меня какие? У меня есть одни Sephora. Вот так. Они переливающиеся. Вот. Да? Я использую только их и разные вот такие вот блески. Покажу все по отдельности, потом тоже ближе. Так, давайте я открывать их буду. Опа. Значит, вот так вот. Первое раз. Второе 2. Возможно, вы мне скажете, Диана, где здесь разница, и, возможно, вы будете правы. И 3. Есть еще от Картис, или как они там называются, вот такие. Но это прям блески-блески. Я люблю блески-блески. Значит, это у нас румяна, это у нас блески-блески-блески. Сейчас покажу, что я с этим делаю. У меня есть помады. Я не любитель помад, но они у меня есть. Одна от Fenty Beauty. Нет, 2 от Fenty Beauty. Спортом заниматься надо. Значит, вот так она выглядит. Что я делаю? Я сегодня не хочу сильно ярко, она достаточно такого красного цвета. И подойдет, наверное, больше типа внешности, как у меня. Не знаю, какой тип это внешности. Я беру обычную помаду. Я думаю, так делают многие. И просто делаю из этого румяна, наношу на область глаз. Немножко на губки тоже можно. И все это дело растушевываю. Потому что так вы не будете тратить много денег на всякие разные средства. Чтобы не оставалось липкости от помады, я сверху фиксирую либо румянами, либо, если вы выбрали версию с нетратением денег, да, просто сверху можно зафиксировать какой-то пудрой, не сильно при этом, да, нанося средства пудры на лицо. Ой, главное не переборщить. Я вот когда наношу вот эту вот красную термоядерную, помаду, у меня потом все. Я какая-то, как та снегурка с красным носом. Вот. Я наношу и на лобовую часть тоже, но стараюсь идти больше по скулам. И, собственно, от этой помады, она матовая, от нее 35 номер, кстати. От нее нет липкости. Если наносить Max Factor, вот у меня какая она тут, Кушон 0,25, тоже она, уже все там, до свидания. Это все воздух. Вот такая она, видите, штучка. Вот.
Ее можно, давайте я покажу. Раз, два. Ее много не надо, но после нее остается липкость, и мне это не очень нравится. Поэтому, если вдруг есть какая-то липкость, мы берем любую пудру. У меня Maybelline Fit Me. Фигня какая-то, хочу ее поменять. Но, тем не менее, немножечко, прям чуть-чуть, чтобы у вас этой липкости не было. Аккуратненько. Можно и по всему лицу этой пудрой пройтись в целом туда. Вот. Фиксируем, и все будет окей. На этот ценник писать не буду, не помню. Я брала по какой-то скидке. Супер дешево, мне кажется, крон 80 она стоила. Окей. Значит, с этими румянами я немножечко их наношу, чтобы появился эффект иллюминации. И сегодня будет у нас 232 Girl Talk. В чем прикол? Прикол в том, я не знаю, будет ли вам видно или нет. Я постараюсь это как-то отдельно снять. Суть в том, что это средство не то, чтобы прям окрашивает вашу кожу. Оно больше, наверное, придает блеска, а я люблю блеск. Блин, дайте попробуем. Мой большой носик. Ну, короче, увидите вот тут вот. Вот они блестяшки, видите? Вот. Соответственно, у вас лицо будет блестеть, и вы такая прям ню-ню-ню. Красивая ню-ню-ню. Еще у Revolution есть тоже разные палетки. Они достаточно классные, потому что они ложатся плотно, красиво и переливаются. Вот так они выглядят. Разные есть. Вот такие. Везде все, цены, все покажу. Хорошо, значит, с этим делом мы разобрались. Теперь отдельное, что я хочу сказать. А есть, кстати, вот такая еще от Fenty Beauty помада, но мне не очень понравилась. Она как у моей бабушки выглядит. Смотрите, какая. Какая-то такая странная. Это номер... Не знаю, что за номер. Номер 5. Она подходит мне. Вот я покажу. Но мне не нравится у нее привкус. Я использую гигиеническую помаду от моей знакомой. Она работает косметологом в Москве, в Дубае, куда-то еще выезжает. Оставлю на нее ссылку в описании. Никакая реклама, это просто вот мне передала. Вот. Доктор Мануэла. Это обычная гигиеническая помада, но она реально супер увлажняет губы. Действительно увлажняет и действительно напитывает их. И ты чувствуешь, что они мягкие, пышненькие, такие все, свеженькие. Вот. Иногда я подчеркиваю, это мой карандаш для бровей, да, я не знаю, от кого он, давайте попробую найти, потому что он уже все, ему уже конец, на Skladano Revolution Power Brow. Вот так он выглядит. Я иногда им докрашиваю губы. Потому что у меня не сильно видны контуры. Вот так. И мне проще, чтобы они были более выделены. Но не сильно. Потому что из-за того, что у меня кривой нос, мои губы тоже кривые. Вот так. Good. Значит, бровки. Для бровей я использую тоже Revolution Glossy Fix. Он уже весь закончился, ребят, прям вообще весь. Я его сейчас использую просто как щеточка. Хотела сходить вчера купить, но, если честно, у меня совсем вылетело из головы. Я покупаю его все время, потому что он единственный, кто держит мои брови хотя бы в каком-то нормальном состоянии. Я не могу сказать, что мне прям нужно как-то брови подкрашивать, но есть, наверное, зоны из-за того, что у меня была проколота бровь. Да, мне нужно... Давайте вас немножечко подвину. Там будет, конечно, видно, на чем вы стоите, но неважно. Есть салон, называется Beauty Makers.
И в нем работает очень классная девчонка. Я знаю 2 девочек-бровисток, которые хорошие. Я могу на них оставить также ссылки в описании. Одна девочка такая рыженькая, не знаю, как ее зовут. Она очень хорошо подбирает цвет бровей. Собственно, все. Я не буду ничего больше делать. Она очень хорошо подбирает цвет бровей. И они кажутся естественными. И форму бровей она тоже подбирает очень хорошо. Другая девочка есть, она отдельно работает. Не помню, как ее сейчас зовут. Оставлю в описании. Она очень хорошо прореживает брови и сохраняет естественную форму бровей, натуральность. Кто вот такие брови, прям вообще к ней сразу обращайтесь. И последний этап, который я делаю, это тушь. Тушь эту я не выбрасываю, чтобы показать вам. Она называется Smoky Eyes панорамный объем. Это белорусская тушь. Нереально крутая. Мне очень жаль, что она у меня уже засохла. У нее вот такая кисточка. Но, блин, с ней ресницы, пардоньте, выше, мне кажется, вообще и бровей. Очень классная тушь. Вторая тушь, которая тоже у меня закончилась, я тоже ее оставила, чтобы показать. Ну, что-то там мне, наверное, еще есть. Тоже вот такая вот кисточка. Называется она Панорама. Панорама, да. Да, Панорама. Я про нее делала отдельное видео от L'Oréal. Тоже классная. И сейчас моя находка за 100 курунок. 100 курунок. Это Evelyn Cosmetics. У них вот тоже такая кисточка. Я к чему пришла? Я пришла к тому, что кисточки, которые резиновые, лучше всего удлиняют ресницы. Поэтому мы сейчас с вами накрасимся куда-нибудь сюда или сюда. Давайте сюда. Поближе подвинусь к вам. Вот. Я всегда, когда крашу ресницы, я люблю моргать, чтобы мои реснички прокрашивались хорошо. Не знаю, как люди красят ресницы именно от основания, да. Но странный ракурс, конечно, такой. Могу сюда покрасить. Давайте я, кстати, сюда, правда, покрашу. Ой, стоять, не падать. Знаете, смотрите. Кстати, будет видно сравнение моих ресниц с этого глаза и тут. Так. Сори, не вижу. Я делаю как? Я покрасила реснички с одной стороны. Дала им немножко подсохнуть. То есть они немножко у меня посохли. Как правило, я крашу второй глаз, сейчас так делать не буду. Они подсыхают, мы красим этот. И после чего мы наносим снова еще раз тушь. Сейчас я сделаю это прямо сейчас, но лучше, конечно, это делать попозже. Таким образом, у вас будут удлиняться ресницы. Они все равно останутся раздельными. Они не будут слипаться. И все будет окей. Видите, у меня рот открыт, но он у меня открыт всегда. Это не зависит от того, крашу я ресницы или нет. Вот так. Еще классный годный лайфхак. Если вы не хотите, чтобы ваш взгляд казался немножко унылым, не красьте нижние реснички. Ладно, пусть будет так. Надо бы по-хорошему здесь еще попрокрашивать, но я уже не буду. Вот, собственно, и все с вами есть, и у меня есть на лице. Ничего более я делать не буду. Я не берусь говорить за то, что у меня супер макияж, но это тот макияж, который я использую на постоянной основе, который помогает мне чувствовать себя уверенно. Иногда, конечно, я добавляю межресничку, могу стрелки добавить. Есть, кстати, у меня еще вот такая вот зелененькая тушь от Кика. У них есть и фиолетовые, и красные. Очень классная тушь, но она достаточно быстро сохнет. Этой тушью я пользовалась несколько раз, но она уже вся, смотрите, вся сухая. Вот. Тоже, опять-таки, оставила, чтобы показать вам. В Кика я брала вот такое средство, но оно слишком желтое. Возможно, для другой кожи, не для моей, оно каким-то образом подошло. Смотрите, я показала вам все. Видео получилось достаточно долгим, но
Тем не менее, вы знаете цены, вы знаете, чем я пользуюсь, как я выгляжу. На голове у меня бардак, честно, у меня помытая голова. Я даже не знаю, что здесь, она еще не высохла. Вот, но пусть будет, наверное, как-то так. Да? Пойдет? Пойдет. Надо ее посушить, уложить разными средствами. Но про средства для волос я вам точно не расскажу, потому что я в этом не сильно, откровенно говоря. Средства для волос не ко мне, возможно, к моей подруге, но не ко мне. Надеюсь, это видео вам было полезно. Все ссылки, все средства, все будет в описании, все вы увидите. Поэтому спасибо вам большое. Подписывайтесь. Если было интересно, оставляйте комментарии. Если было неинтересно, тоже оставляйте комментарии. Всем до встречи и